Сегодня вы узнаете все о перманентном макияже век. Прежде всего, я должна отрисовать эскиз моих будущих стрелочек. На самом деле мы с моей клиенткой еще до конца не определились с техникой, и сейчас будем разбираться все вместе. Непонятно, чего хочется, либо четкую стрелочку, либо более растушеванную. Сейчас отрисуем два варианта и посмотрим, что лучше будет смотреться на ее красивых глазках. Начинаю отрисовку эскиза я с наметки линии направляющей самой стрелочки. Намечается она каким образом? Вот просим клиентку открыть глазки, открываем глазки, смотрим на меня. И относительно нижнего века как раз-таки и определяется направление верхней стрелочки. То есть можно даже что-нибудь подложить, ватную палочку. Когда клиентка не может определиться, что же хочется ей, лучше, конечно, уже это на деле показывать и выбирать на самом человеке. Напомню вам про опасные зоны при работе на веках. Это у нас самое начало глазика, ближе к переносице. Здесь слезный канальчик, во-первых. Во-вторых, очень некрасиво, когда сама подводка доведена прямо до начала. Есть риск, что пигмент поплывет, потому что здесь очень тоненькая кожа и близко сосудики расположены. Поэтому советую вам отступать от начала глаза где-то 3-4 реснички и начинать с тоненькой-тоненькой межреснички, плавно выводя уже в небольшую подводку. Еще одна опасная зона – это уголочек глаза. Даже если пальчиком вот так потрогать, здесь прям косточка, то есть тоже близко расположены сосуды. Поэтому вот в этом месте, на самом уголочке глаза, ни в коем случае нельзя работать, так как тоже может произойти миграция пигмента. Возможно, видели или даже можете загуглить, очень много таких трэшовых работ выходит, где вот такой синяк расплывшийся от стрелки. Можете посмотреть. Очень пугает. У меня некоторые клиенты приходят и боятся, что у них будет так же. Но когда все правильно объяснишь и лаконично прорисуешь вот эту линию, не затрагивая вот эти страшные зоны, то все заживает очень хорошо. Вот. И очень красиво, когда на вот этом уголочке линия закругляется, то есть плавно переходит, не образуя вот такого острого угла. То есть смотрится прям очень плавно и глазик открывается. У меня девочка молоденькая, с красивыми открытыми глазами, поэтому я вообще не хочу борщить. Не хочу сделать небольшую такую легкую, тоненькую, растушеванную стрелочку. Но она думает по поводу плотной стрелочки, хотя, честно говоря, я не любитель таких плотных стрелок. Все-таки чем нежнее, тем практичнее. Если смотреть на перспективу, это так очень плавно уходит, тень растворяется и светлеет. Плотные стрелочки, конечно, на подольше, так сказать, поэтому все-таки, и мягче взгляд выглядит, когда нет вот этой четкой линии. Но есть такие у нас, которые не могут представить свою жизнь без четких стрелок. Вот, поэтому, как я говорила, мы отрисовываем два варианта, и уже я пытаюсь ей доказать на деле, что растушевка нежная, небольшая, красивее и нежнее смотрится. Кстати, вот мне очень интересно ваше мнение. Какие чаще всего у вас делают? Стрелочки более плотные или все-таки более нежные, воздушные? Пожалуйста, поделитесь в комментариях, посмотрим и выявим самую востребованную процедуру по векам. Кстати, вот как рисовать растушеванный вариант, очень часто спрашивают. На самом деле все просто. Подскажу вам свой лайфхак такой по отрисовке растушеванных век. Сначала вы прорисовываете межресничку плотненько, да? А потом вот так точечно, хаотично ставите точки и слегка смоченной ватной палочкой вот так слегка их подтушевываете. Соответственно, там, где потемнее, побольше у вас точечек, это вот в этом уголочке, так как тень рассеивается кверху. И вот сюда, здесь, чуть поменьше. И вот так вот уже я их подтушевываю, получается красивая тень.
Вообще нам в процессе для закрепления эскиза на самом-то деле нужна только вот эта линия, то есть подъем нашей тени, потому что после того, как мы закрепим, эта вся красота уйдет. Вот. Но чтобы показать клиенту, мы обязаны отрисовать, показать, как будет, ну и, конечно, выбрать эскиз, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Выбираем эскиз между первым и вторым вариантом. Ну что, я все подготовила к процедуре. Отрисовали эскиз, выбрали, самое главное, эскиз. Как вы видите, мы остановили свой выбор на небольшой растушевке. И сейчас я начинаю процедуру с того, что мне нужно закрепить ребро моей стрелочки. То есть я закрепляю и прочерчиваю тоненьким штрихом вот эту линию ребра. Причем прорисовывается по технике, это вот как волосковая техника. Начинаю я всегда с серединки, никогда не втыкаюсь в конец стрелочки и в самое начало, потому что вот здесь вот близко к опасной зоне, и я еще пока не чувствую глубину этой кожи. Чтобы не навредить, ничего не потекло, я легко вхожу в кожу где-то вот на этом месте серединки, и растушевываю эту линию плавно, уводя кверху, сводя ее на нет. То есть тут как волосочек эта линия должна превратиться в тоненькую полупрозрачную и раствориться. Здесь уже поплотнее, далее я спускаю и перевожу ее в межресничку. Поехали! Итак, первым делом, как я уже сказала, мне нужно закрепить вот это ребро. И начинаю я это делать с серединки, то есть в кожу я вхожу очень легко и с серединки своей растушевочки. Вот такими мелкими движениями я увожу эту линию наверх, легко-легко вот так на вылет работаю, чтобы кончик очень плавно у меня растворялся. И сюда я тоже мелкими движениями увожу уже в межресничное пространство. Когда вы фиксируете эскиз вашей стрелочки или теневой растушевкой, мой вам совет: ни в коем случае не растягивайте сильно глаз, то есть не натягивайте. Понятно, что хочется зафиксировать кожу и натянуть ее, чтобы быстрее прокрасить, но, к сожалению, на веках это не совсем работает в том плане, что видите, как деформируется эскиз, когда вы пальчиком тянете. Тем более, если возрастное веко, там, складочки есть, то при сильном натяжении очень сильно может деформироваться эскиз, и после того, как вы отпустите пальчик, все у вас вот так вот поедет и станет кудрявое. Поэтому вот слегка придерживаю, чтобы глазик не моргал вот двумя пальчиками, но сильно-сильно не тяну. После того, как я зафиксирую, у меня уже будет вот эта линия, я, когда буду наносить тень, конечно, я буду натягивать уже кожу, чтобы тень не травматично ложилась и пикселя были красивые и равномерные. Продолжаю фиксировать свое ребро мелкими движениями, возвратными туда-обратно, чтобы линия была более насыщенной. Но ни в коем случае не борщу с нажимом и делаю все аккуратно, так как веко у меня сосудистое. И видите, такая очень тонкая кожа, близко проходит венки, чтобы не было никакого подтека и не было отека, подтека, ничего не было, в общем, такого. Я смогла красиво сфотографировать свою работу. Я работаю предельно аккуратно. И если не так часто работаете на веках, советую вам заранее подготовить ватные палочки. Или есть вот очень удобные вот такие ватные палочки, тоненькие, видите? Ими можно как раз-таки маленький участок вот так подтереть и посмотреть, как вы зафиксировали эту линию. Вот, у меня видна легкая линия, но вот здесь я еще чуть-чуть пройдусь, чтобы не потерять ребро. Кончик мне уже нравится, потому что он не должен быть ярко
потому что у меня здесь будет тень, то есть у меня и тень, и вот этот конец всегда уходит, как бы растворяется, растушевывается, поэтому кверху всегда все светлее. После того, как я зафиксировала ребро, видите, у меня тоненькая-тоненькая линия, мне этого вполне достаточно. Мне не нужна четкая, яркая линия, потому что линия, в принципе, она только для мастера, она выделяет это ребро, наклон вашей стрелочки. После этого мы уже в конце будем растушевывать как раз вот это ребро. После того, как я зафиксировала линию, я перехожу плавненько к межресничке. То есть моя сейчас задача закрасить межресничку и плавно потом перейти в тень. Межресничку я крашу привычным себе способом, достаточно плотненько. Кстати, как прокрасить межресничку, у меня тоже есть видео, можете посмотреть, очень подробно все разобрано. Межресничку я стараюсь сразу побыстрее прокрасить, поэтому топчусь на одном месте как можно больше. Такими штрихами туда-обратно закрашиваю, и разбег у меня небольшой. Из кожи я не выхожу, то есть работаю внутри, чтобы сильно не распахивать. Но и все-таки мне нужен более линейный прокрас, поэтому я не выхожу из кожи, работаю в ней. Прокрашивая межресничное пространство, я очень сильно оттягиваю глаз. То есть тут я уже не боюсь деформировать свой эскиз, потому что я изначально все закрепила. И каким образом натягиваем? Большим пальчиком вот прям сильно в сторону вот так вот уводим глазик. И указательным пальчиком чуть-чуть я реснички разворачиваю кверху, чтобы мне вот эта линия межреснички была видна. Вот, и спокойненько крашу. Поэтому даже если у вас будет лежать очень нервная клиентка и дергать глазами, вы сможете себя обезопасить от того, что она их вдруг откроет, потому что очень хорошая фиксация происходит. Вот. И сейчас передо мной стоит задача полностью плотненько очень прокрасить межресничку, чтобы не было никаких просветов. И, кстати, вот очень полезный совет – ватными палочками, очень хорошо смоченными. Я, кстати, смачиваю в мицеллярной воде, чтобы лучше пигмент ушел. Между ресничек чаще всего очень хорошо забивается черный пигмент, и даже просто протерев пигмент остается между ресничек и не вытирается. Поэтому после того, как я протру сейчас все ватным диском, я между ресничек еще аккуратненько пройдусь ватными палочками, смоченными хорошо, чтобы прям все-все вычистить. Везде в растушевках я стараюсь использовать прием сеточки, то есть это укладка штриха. Я изменяю чуть направление штриха и чуть их перекрещиваю. Видите, сначала в этом направлении приштриховала, буквально 2 градуса меняю, причем положение руки у меня то же самое. Просто чуть пальчиками в другую сторону направляю кончик машинки, и у меня уже меняется угол, и более равномерная получается такая пудра. Вот, то есть уже нет вот этой контурности, и прям такая вуалька получается красивая. Вот эту линию я сейчас выровню, мне нужно чуть затемнить вот этот именно переход. Вот. И линию у ребра я вот так вот разбиваю мелкими штришками, чтобы она у меня не читалась, чтобы как бы эта линия переходила в тень. Всегда сравниваем темный участок, серединка, светлый, и у меня должен быть переход, пока однотонно, поэтому я еще должна затемнить вот этот уголок, чтобы был прям переход заметный. Вот таким образом, методом анализа, путем сравнения я всегда работаю частями. Только таким образом вы можете сделать красивый переход цвета и плавный, чтобы не было никаких пятнышек, и все было окончательно проработано.
Вот в работе замечаю, всегда хочется перескочить в какую-нибудь другую зону и поштриховать там. Но так, к сожалению, лучше не делать, потому что прям, ну, путаешься. И много пробелов. Там не докрасила, тут не докрасила, везде метаешься, потом везде пробелы. В общем, лучше сначала разобраться с одним моментом, например, вот как сейчас, да, уголочек мы себе поставили задачу закрасить, и я только его крашу. Я там не перехожу штриховать, например, вот этот момент. Всегда иду от темного, потом более такой серединный цвет, и потом в самом конце самый светлый цвет и самый легкий штрих у меня идет. Вот многие боятся работать с веками, на самом деле процедура в кайф, просто нужно ее полюбить. Ну, так банально звучит, но это правда. Я первое время тоже вообще с веками не дружила, и прям для меня какой-то ад был. Но сейчас действительно вот просто стоит понять, как укладывать пигмент, что не нужно там торопиться, что нужно прям аккуратненько все прокрашивать мелкими стежочками. И когда получается, когда видите результат уже и начинаешь любить эту процедуру, ну, наверное, вы по себе тоже замечали. Особенно вот сейчас волоски многие учатся рисовать. Сначала тяжело дается, но с каждой бровью все легче и легче. Зато уже в конце очень радостно, когда действительно разбираешься и все начинает получаться. Как говорится, если хочется вырасти, делай именно то, чего совсем не хочется. Поэтому нужно браться за самое сложное и пытаться разобраться в этом. Так, смотрим, разворачиваю веко, смотрю по межресничке, по вот этому краю мне еще хочется затемнить, потому что снизу кверху у меня тоже переход цвета, да, и там у меня потемнее должен быть пигмент. Я вот так глазик натягиваю, придерживаю и мелкими стежочками прям с межреснички как бы кверху вот так распыляю этот пигмент, чтобы не было четкого края, четкой такой подводки. Смотрите, какая нежнятинка у нас получается. Чуть дорабатываю я пудру черным пигментом, выравниваю вот здесь вот по ребру и даже не промывая иглы, сразу набираю коричневый оттенок, который я подготовила, второй, и внахлёст на черную растушевку делаю коричневым. И получается у меня прям такой красивый переход цвета, причем он вообще незначительный и как такой легкий перелив смотрится. Последние вот эти слои я едва дотрагиваюсь до кожи. Прям работаю легко-легко. Кожу я натягиваю, чтобы аккуратно нанести и не повредить ее. Чтобы все было очень нежно. Ну и, конечно же, чтобы не было отечности. Потому что если кожу не натягивать, вот эти точки проколов, они будут более травматично нанесены. И, соответственно, и глазик покраснеет, и добавится отечность, которая нам ни в коем случае не нужна. Сейчас нанесу тень вот на это место, и плавно мы ближе к серединке века сойдем на нет. Всю процедуру я выполняю на вольтаже 5,4, на пудровую растушевку, вот чтобы были более выраженные пиксели. Сейчас я чуть уменьшила скорость, и на вольтаже у меня стоит 3,7 скорость. То есть, видите, более отчетливые такие пиксели получаются, когда помельче у вас, поменьше скорость на блоке. Вот, я стараюсь как бы вообще растворить, да, на эту линию, чтобы она как бы плавно-плавно сходила.
Я закончила процедуру. Сейчас буду читать ваши комментарии. Надеюсь, вы написали, какую чаще процедуру вы выполняете. И если все-таки это четкие стрелки, то я думаю, после просмотра этого видео в вашем арсенале будет больше растушеванных стрелочек. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь. И очень хочу, чтобы моя информация была для вас полезной. Пишите в комментариях, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.